Всем привет! Сегодня покажу свой рецепт малосольной скумбрии. Рецепт проверенный, не высосанный из пальца. Так, ну я вам скажу честно, до этого момента я никогда скумбрию не солил, но, как говорится, продавать вам кота в мешке я тоже не собираюсь. Поэтому я сделал домашнее задание и сделал несколько посолов с различным добавлением соли, сахара, кислоты и так далее и тому подобное. Как рыба созреет, я сделаю пробу и скажу вам рецепт, какой рыбы мне больше всего понравился. Лично мне. Начну дегустировать сухого посола без чеснока. Хорошо, очень хорошо. С чесноком и с укропом еще лучше. Превосходно. Так, ну теперь попробуем рыбу влажного посола. Так, это с добавлением уксуса. Вполне. Так, этот кусочек с добавлением горчицы. Так, ну теперь нужно определиться. С горчицей или с уксусом. Без уксуса вкуснее. Однозначно. Все, решение принято. Ну, красота. Но все равно, друзья, сухого посола вкуснее. Вкуснее, чем в рассоле. Однозначно вкуснее. Не оторваться. Для начала приготовим пряную смесь. Для нее мне понадобится 15 горошин черного перца, 12 горошин душистого перца, 3 гвоздички и 3 маленьких лавровых листа. Лавровые листья сразу измельчаю. Вот так вот. Ну, так как у меня ступки нету, у меня есть кастрюля, которая также найдется в вашем доме. Ну и все, смесь готова. Соль и сахар я добавляю 1 к 1. Мне понадобится 4 столовых ложки сахара, это 70 грамм, и 4 столовых ложки каменной не йодированной крупной соли, это 80 грамм. Все тщательно перемешиваю. Готово. Ну и снимаем филе следующим образом. Хвост я сразу отрезаю. Плавку вырезаю. Делаю вот такой косой надрез. Не посередине. Я делаю всегда сбоку. Так проще работать. Рыба еще подморожена. И вынимаю потроха. Рыбу я не мою. И удаляю при помощи бумажной салфетки вот эту вот черную пленку. Ну и отрезаю рыбе голову. Скумбрия сама по себе рыба очень мягкая. Я буду филетировать ее со спины. Ну вот, с одной стороны хребет я здесь вижу. Аккуратненько надрезаю. Так, ну и с другой стороны мне нужно хребет нащупать. Вот я его нащупал, чтобы мне тоже и второе филе также аккуратненько снять. И вот видите, у меня аккуратненько, ровненькое филе. И здесь уже точно так же. Теперь вот здесь находятся у нас косточки. Я их тоже срезаю. Так как я буду впоследствии филе складывать одно на другое и заворачивать в пленку, а потом нарезать, когда оно будет готово, то я удалю, и вот здесь вот еще идет ряд костей. Он идет прямо вот здесь посерединке. Он идет прям почти до самого кончика хвоста. Я их могу удалить как пинцетом, не у каждого он есть, поэтому я сделаю проще. Я его клинообразно вырежу, то есть вот таким вот образом. Аккуратненько, чтобы не прорезать кожу. И с этой стороны. Все, косточки я все удалил. Теперь у меня филе полностью без костей. Ну и следующее филе точно так же. Это несложно. Главное, никуда не торопиться. Ну и последующие рыбины точно так же. Одну скумбрию я буду просаливать целиком. Так я еще не делал, но я решил проверить. Отрезаю хвост, вырезаю духовочку, вынимаю внутренности, отрезаю голову и удаляю черную пленку. И обязательно удалите вот этот кровяной сгусток, который находится вот так вот вдоль хребта. Да, и смесь соли с пряностями разделить так, чтобы хватило на 3 рыбины. А не так, что получится у вас 2 рыбины вы просолили, а на 3-ю соли не осталось. Не забудьте. Так, распределяем наш маринад. И сверху присыпаем. Так, у меня остались стебли от укропа. Чтобы добру не пропадать, посыплю рыбу. Рыбу под пленку и на 2 часа при комнатной температуре постоять
просолиться. Так, ну и теперь рыбину, которую я буду просаливать целиком. Заворачиваю ее как конфетку. Ну и отправляю на 48 часов просаливаться. Отправляем не к соседу на балкон, ну можно и к нему, если вам нужны опарыши. То тогда рыбе там самое и место, а так в холодильник. Желательно в свой, не в соседский. Так, ну вот время вышло. Аккуратно убираю стебли укропа. Хорошо обсушиваю. Так, ну и наношу порубленный укроп с добавлением растительного масла, буквально малым количеством. 1 зубчик чеснока натер и буквально немного соли. Ну и укладываю следующим образом. Там, где хвостик, я кладу стороной, где была голова. Ну, чтобы просто при скручивании конфетки рыбка у меня получилась более-менее одинаковая. Ну и закручиваю как можно плотнее. И вот такими вот движениями делаем вот такую вот замечательную конфетку. Со вторым филе поступаю точно так же. Отправляю в морозильную камеру. И через 24 часа рыба моя созреет. И тогда мы проведем дегустацию. Храниться в морозильнике такая рыба может смело 3 месяца. За больше не скажу, потому что я не знаю, когда она была выловлена. Просто если вы ее будете хранить больше 6 месяцев, не дай бог, то жир, а именно он начнет стареть первым. Он будет желтеть и он будет отдавать неприятным вкусом. Ну что, давайте сразу начнем с эксперимента. Это та рыба, которая просаливала 48 часов. Так, сверху делаю вот такой надрез и снимаю кожу. Она жесткая, ее есть все равно невозможно. Ну, теперь попробуем эксперимент на вкус. Замечательно. Рыба просолилась. Я замариновал немного лука в 3% уксусе. Ну, чтобы он хорошо промариновался и не был с нами жестоким. У меня это уксус для суши. В нем уже находилась и соль, и сахар. Так, отбросим на сито. И вот так. Так, ну а теперь рыба, которая у нас просаливалась 2 часа. И которую я отправил дозревать в морозильник на 24 часа. Такую рыбу желательно подавать непосредственно перед ее поеданием. Желательно, чтобы она была мороженая. Так, удаляем у нее также кожу. Ну и нарезаем. Нарезаем тоненько. Нет, все-таки вот эта рыба, именно с морозилки, лично мне подходит больше, чем вся та рыба, которую я делал в маринаде. Вот эта рыбка еще, конечно, как конкурирует, но вот это полный отпад. Так, ну, война войной, а обед по расписанию. Так, немного укропу. Картофель я уже отварил. Добавлю немного сливочного масла с черемшой. Как она готовится, есть на канале, ссылку оставлю. Если как такового не имеется, просто обыкновенное сливочное масло. Немного укропа. Ну и можно обедать. Ну вот, как-то так. Я оставлю еще один рецепт под видео скумбрии в рассоле, который мне больше понравилось. А это именно с горчицей. В этом случае соль, сахар и специи проварите в течение 15 минут, охладить, пропустить через сито и добавить ложку горчицы. Этим рассолом залить порционно нарезанную скумбрию. Вот и все. Ну что тут сказать, вы сами все видели. Чтобы убедиться, насколько это вкусно, вам просто нужно повторить. А я на этом с вами прощаюсь. Будьте здоровы и до новых видео.